Всем привет! Сегодня посмотрим на новый бюджетник от Huawei Y6 2019 и разберемся, чем он лучше версии прошлого года. Первым делом радует дисплей. Его каким-то чудом обошла монобровая эпидемия, и он сразу перепрыгнул до капли. Это главный плюс. Да, подбородок остался, плотность пикселей считать та же, зато площадь экрана заметно больше. Понятно, что разрешение слабоватое, но не могу сказать, что это сильно бросается в глаза. Шрифты нормальные, видео в основном тоже. Низкая плотность пикселей заметна только в YouTube. Тут больше 720 не выбрать, и при растяжении на весь экран ролик немного рыхловатый. А вот если залить видео в память, да с разрешением повыше, то ничего такого не видно, картинка вполне четкая. Ну и про дизайн не стоит забывать. С новым экраном фронтальная сторона выглядит посимпатичнее, как раз под стать приписке 2019 в названии. По обратной стороне корпуса тоже прошлись, но чуть-чуть. Главный минус – сканер отпечатков так и не появился. Так что единственный вариант – это разблокировка по лицу. Благо безопасность такого метода Huawei развивает. По фотографии разблокировать смартфон не получается, я проверяла, да и с закрытыми глазами тоже пробовать нет смысла. Это на случай, если кто-то захочет залезть куда нельзя, пока вы спите. Вот только при плохом освещении, как всегда, нужно комбинировать с паролем или графическим ключом. Саму фронталку немного подтянули, увеличили разрешение, но вспышка тут, конечно, не влезла. Поэтому в плане селфи, можно сказать, равенство получается. В одном прибавилось, в другом убавилось. Зато по основной камере все однозначно, только плюс. Улучшилась светосила модуля. Теперь он увереннее чувствует себя ночью, а также на ступеньку выше поднялась съемка видео. Хоть в комментариях Y6 2018 и хвалили за четкость картинки, но, как по мне, он пишет с перешарпом. В 2019 это починили. Несмотря на формат 3GP, качество получше. Хотя, опять же, лучше перестрахуюсь и скажу, что это субъективно. Теперь к железу. Y6 2019 достался 12-нанометровый чип от MediaTek Helio A22. Это как раз прямой конкурент Snapdragon 425, который был до него, поэтому преимущество могу даже в цифрах назвать. MediaTek обещает до 30% прироста по ядрам и около 70% по графике. В действительности так оно и есть. В играх можно даже чуть наглеть и поднимать некоторые ползунки настроек с уровня плинтуса, что со снэпом делать нежелательно. Вот в танки старые добрые на Y6 2019 катается хорошо, при 60 FPS на кастомной графике. Система также работает шустрее, это видно, но есть слабое место – те же 2 гигабайта оперативки. Когда много всего открываю, лагает и один, и второй. Поэтому помним, что это бюджетники, и нагружать их нужно минимально. И последнее, о чем стоит поговорить, об автономности. Батарея осталась такая же – 3000 мАч с копейками, так что все зависит от сценария работы. Когда я использовала смартфоны, чтобы только видео на YouTube смотреть, то получала плюс-минус одинаковое время – 5 часов с максимальной яркостью. Чем больше отвлекалась на какие-то посторонние вещи, например, новости в мессенджере глянуть или открыть браузер, тем сильнее отрывался Y6 2019. Так понимаю, за счет более экономичной платформы. Так что дополнительный час работы из него можно выжать. Итого, Y6 2019 лучше всего проявил себя в плане экрана и производительности. Первый нарастил диагональ, спасибо миниатюрному вырезу под фронталку, а второй появился за счет процессора и вдвое большей постоянной памяти. Еще камеру упомяну. Она тоже в некоторых сценариях снимает лучше. Конечно, есть и моменты, которые не изменились. Например, та же оперативка или отсутствие сканера отпечатков. Тем не менее, Y6 обновляет свое звание, которое получил от нас в 2018. Тогда он был одним из самых доступных смартфонов с широкоформатным экраном, а сейчас одним из самых доступных с вырезом в форме капли. Пишите, как вам такой апдейт и какой экран ближе к сердцу. Поменьше, но с симметричными рамками, или побольше, но с каплевидным вырезом. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокол и смотрите вот эти видео. Они интересные. Пока!